пришли в наш бизнес, но сделали это без уважения. Я договорился. Ты поставляешь китайское. Просто покупай в стекбайке. Мы исправляем ошибки конструкции. Сколько? Стань нашим клиентом, мы за качество отвечаем. Сколько? Для клиентов стекбайка бесплатно. Ну чё, тебя подвезти? Как знаешь. Поехали. Сейчас китаец вылезет. 90% из Китая приходят с кривыми дисками. Ни одного скола, ни одной царапинки. Замялся. Такого быть априори не должно. Что у нас под крышкой? Встроено прямо в байк под сиденье, на котором вы сидите. Китайцы экономят и на металле. Первенство по травмам в реанимации занимали мотоциклисты. Насколько он хорош, как он прекрасен. Пойдем. Наконец-то тебе пришло. Твоя любимая. А почему коробок 5? А вот теперь тебе надо почувствовать непосредственно своей чуйкой, где истинно он. Это не он. Ближе. Пойдем посмотрим. Знаешь, почему не он? Потому Не что... понимаю, Как думаешь? по каким соображениям. Я не чувствую вибрации внутри. Вот это поворот! Поищем дальше. Ищем бабочек. Запах не тот. Не твое. Чувствуешь? Да, не мое. Смола. Запах очень схож. Очень похоже на мое. Он стоит отдельно, так сказать, особнячком. Я буду вскрывать. Уверен? Андрюха, еще два варианта там стоят. Пойдем пощупаем. Хотя бы потрогай, импульс нащупай. Ты стоишь перед выбором. Либо право, либо... Здесь упаковка поехала, это не мое. Судьба не могла так со мной поступить. И подсунуть мне рваный пакет. Хорошо. Здесь моя судьба. Я вскрываю этот. Я чувствую, что это он. Точно последний выбор твой? Да. Ведь всю жизнь потом на нем кататься и получать удовольствие. Очень на это надеюсь. А я надеюсь, что это не Ducati Diavel. Ну что, я открываю. Конечно. А есть ощущение, как будто на день рождения получил подарок и с таким азартом его вскрываешь? Ты знаешь, я испытываю такую странную эмоцию. Я очень его ждал, но я боюсь, что когда я его увижу, химии не случится, понимаешь? Это же как любовь с первого взгляда. Вдруг не влюблюсь. Давайте смотреть дальше. Сейчас китаец вылезет. А вот уже фанера. Вот уже фанера. Фанера. Все очень качественно. Доска белая, как будто бы там не только мотоцикл. А возможно, где-то еще и диск. А где-то еще и пластик. А если это не он? Волнуюсь. Что у нас под крышкой? Так, все упаковано, все под защитой. Какая-то коробка. Давай дальше распаковывать, не достать пока. А тут у нас что? Непонятно. Так, Андрюх, я буду ориентироваться по панели. Если... А панель новая. Возможно, ты учуял свой. Да? Возможно, потому что он единственный шел с новой, скажем так, панелью. Что мне нужно сделать дальше, чтобы его... Он же в коробке там что-то. Разбирай дальше, терзай. Боковую снимай, больше будет видно. Вот это вот? Ну, погнали.
Что скажете, ребят, он попал в точку из 5? Так, судя по выражению, Виталик не верит. Это точно он. Он. Но я не уверен. Все идеально, идеально, красиво. Все запаковано, стерильно. Андрей, пару слов по распаковке. Кидает в дрожь, в пот. Какие эмоции сейчас испытываешь? Ну, уже, конечно, я немного взволнован. Можно мне шуруповерт? Спасибо. Ну, поехали. Это оказался мой. Учуял сердечком. Покажи цвет, что это действительно твой. Ты заказывал себе цвета? Фиолетово-синий хамелеон. Видишь? Вот он. Это точно он. Это стопроцентное попадание в яблочко. Да, вот такие дела. Осталось распаковать его полностью и взглянуть, что Китай приготовил из новинок в этот сезон. Я очень рад, что он оказался нетронут и свеж. И первый человек, который на него сядет, это я. Давайте познакомимся с ним поближе. Поздравляем, Андрей! Ура! Ура! Мы достали его из коробки. Колеса у него отдельно. Переднее нужно еще добавить под рулевую стойку. Все сиденья у него под защитой. Сам он закреплен на специальной платформе, чтобы при транспортировке байк не был поцарапан. Даже стекло ветровое тоже заклеено пленкой, чтобы все было максимально чистенько. Ни одного скола, ни одной царапинки. Все пришло из Китая максимально целым. Посмотрите, какой прекрасный цвет. Я в восторге. Насколько он хорош, как он прекрасен. Потрясающие кожаные сиденья, жабры, которые обеспечивают защиту от грязи и влаги и улучшают аэродинамику. Байк на дороге ведет себя очень уверенно. Это тот случай, когда мотоцикл буквально сконструирован под тебя. У него нет выпирающих деталей, которые натирают тебе колени или заставляют неестественно сидеть на нем. Дизайн явно продуман. Важно понимать, что байк сам по себе довольно универсальный. Мой рост 188 сантиметров, а у товарища за кадром метр с кепкой. Но и мне, и ему одинаково комфортно на нем ездить. Напомню, что это мой второй сезон, но габариты этого байка чувствуются уже на подсознательном уровне, и даже в самом узком межрядье ты легко пробираешься вперед потока. Если вы, как и я, фанат «Игры престолов», вспомните Дайнерис на драконе и то, что Таргариены ближе к богам, чем к людям, но это из-за драконов. Вот с байком ситуация аналогичная. Впечатление, что он тебя полностью понимает и дополняет. Но самые главные вещи скрываются у него внутри. И первое, на что стоит обратить внимание, это модуль ЭБУ. Это мы его встроили, его не было в базовой комплектации. ЭБУ выглядит вот так. Это и есть тот самый электронный блок управления. Я, как человек, который на мотоцикле буквально второй сезон, плохо понимаю, что, собственно, этот ЭБУ делает и за что он отвечает. Но у меня есть человек, который точно знает, какие детали и какие нюансы играют первостепенную роль в вашем движении по дороге. Итак, ЭБУ и Виталик. Электронный блок управления включает в себя модуль управления для подачи и управления входящими токами. Его основной функционал – это прием нагрузочного тока и распределение по фазам. В данном случае это модифицированный ЭБУ, который подвергается контролю извне путем дистанционного подключения либо по каналу, либо через систему Wi-Fi или Bluetooth. Естественно, с интеграцией модуля соединителя. ЭБУ – это электронный блок управления. Что он означает? ЭБУ встроен в заднее сиденье мотоцикла и интегрирован в ПО байка. Таким образом, если вы понимаете, что у вашего мотоцикла есть проблемы с давлением
Проблемы с двигателем, с аккумулятором. Вам больше не нужно приезжать в мастерскую или к другому поставщику, у которого вы купили свой байк. Это все можно проверить и исправить дистанционно. Эта услуга доступна только в Stackbike. У других продавцов мотоциклов этой функции нет. В новом мотоцикле гениально не только ЭБУ. Есть еще одна доработка, о которой каждый из вас нас просил буквально лично. Дело в том, что электробайки нужно заряжать через зарядное устройство. Эта штуковина довольно объемна и тяжела. Класть ее в сумку или рюкзак каждый раз перед поездкой, особенно к друзьям, просто не хочется. Поэтому представляю вам очередную новинку от Stackbike. Зарядка встроена прямо в байк, под сиденье, на котором вы сидите. Больше не нужно ее таскать, возить, переносить. Она всегда с вами. И любая розетка – ваш блок питания. У меня была такая ситуация год назад, что я сел буквально у дороги, а зарядки не было. Это 1000 рублей до дома доехать, взять зарядку, 1000 обратно и еще 6 часов стоять заряжаться. Когда можно было просто оставить его благодаря вот этой вот маленькой модификации у любой розетки. У всех мотоциклов из Китая есть одна большая головная боль. Вы мне не поверите, но это кривые колеса у мотоциклов. 90% электромотоциклов, которые поступают в РФ из Китая, все с кривыми колесами. Вы скажете: Андрей, ну что за глупости, как такое возможно? Очень просто. Мы каждый мотоцикл проверяем перед тем, как отдать его клиенту или даже просто выставить на продажу. Что такое кривое колесо? Это когда ты едешь за рулем, и любая ямка или кочка Может привести к тряске руля, воблингу или даже уронить тебя. Мы написали китайским друзьям, чтобы узнать, в чем проблема. 90% мотоциклов из Китая приходят с кривыми дисками. Это очень плохо. Мы связались с коллегами из Китая, и они сказали отправить мотоцикл им обратно на проверку. По итогам проверки на июль 2024 года мотоциклы в РФ поступают все еще с кривыми колесами. Почему из Китая приходят кривые колеса? Да потому что китайцы сами кривые, и у них литье этих колес на заводе по шаблону неправильно. То есть колесо будет изначально крутить 8, и при высокой скорости люфт на переднем и заднем колесе будет присутствовать, но потому что литье кривое. Руководствуемся прежде всего тем, что мы колеса отправляем специалистам, и специалисты говорят, что колесо имеет 8, и колесо обязательно к правке. И китаец никогда не признает свои ошибки, что у него что-то кривое. Я писал китайцам, что друзья, поставщики, вы как бы присылаете нам совершенно новую технику, но техника имеет изъян в дисках, кривые диски, и отдавая их на экспертизу, профессионалы говорят, да, что там присутствует 8, и нужно ее устранять. Иначе, чем это может повлиять? Это будет стирать тормозные колодки, и в конце концов на высокой скорости тормозные колодки могут рассыпаться просто-напросто от их температуры. Это проблема большинства китайских заводов, то есть у них один мега какой-то станок, который отливает большими партиями, и другие заводики, которые покупают вот у основного и собирают мотоциклы, совершенно разные электрические мотоциклы, и продают на рынке, в частности, и на территории РФ. Но помимо всех тех нюансов, что я перечислил раньше, а именно колодки, подшипники в колесах, кривые колеса, китайцы на этом не остановились. Дело в том, что подшипники страдают еще и в несчастной рулевой колонке. Рулевая колонка – это один из самых важных элементов вашего мотоцикла. И чтобы он исправно работал, вот эти потрясающие механизмы должны быть тоже исправны. Дело в том, что китайцы экономят и на металле. Этот металл очень мягкий, и на нем может быть скол. Я опять же не спец по технике, поэтому передаю слово Виталику, чтобы он был в роли эксперта, который расскажет, в чем же здесь ужас. Подшипник рулевой колонки, опорный, нижний. Как вы можете обратить внимание,
он замялся при экстрактировании из рулевой колонки непосредственно свежего пришедшего мотоцикла. Такого быть априори не должно. Это первый показатель того, что материал слишком чрезмерно мягкий. И как материал для рулевого подшипника абсолютно не подходит. Материал должен содержать углерод не менее 0,20% от общей плотности. Поэтому используют, как правило, высокоплавные легированные стали для подшипников. В стекбайке меняют эти китайские детали на качественные, чтобы клиентов ждали только приятные сюрпризы. Но несмотря на потрясающий дизайн и, скажем, ряд мелких неточностей, этот мотоцикл продолжает удивлять. И сейчас я вам это докажу. Смотрите, я вставляю ключ, завожу его, и теперь у него появляется вся информация на экране. Загружается меню, где я вижу, что происходит с мотоциклом прямо сейчас. Я вижу его скорость, время запуска. У этого байка есть Wi-Fi, Bluetooth. Я могу подключить свой телефон и использовать это табло как второй экран. Если появятся какие-то ошибки, экран тоже их отобразит. А еще можно скачать специальное приложение и превратить ваш мотоцикл буквально в Теслу. Но в худшем понимании этого слова. Дело в том, что приложение позволяет отслеживать не только характеристики мотоцикла, но и скачать навигацию. Навигация будет платная, несколько баксов в месяц. Еще есть годовая подписка. И карты, скажем, далеко. Но так себе китайцы знают, как выглядит Москва или вся Россия в целом. Поэтому, смотрите, мы добавили вот такую потрясающую штуку. Прямо сюда можно вставить телефон, закрутить его и использовать как навигатор. Это очень комфортно, а главное, бесплатно. И эта модификация тоже доступна в стекбайке. А теперь посмотрите еще раз на эту королевскую машину. Потрясающий цвет, потрясающий дизайн, обновленные механизмы и детали, удобный дисплей и бонусом музыкальное сопровождение байка. Смотри. У нас несколькими годами ранее первенство по травмам в реанимации из двухколесных транспортных средств занимали мотоциклисты. Сейчас эта пальма первенства перешла к ретро-самокату. Вызвано это тем, что техника сама по себе весьма быстрая и неустойчивая. Люди, которые ею пользуются, в общем-то, никакого отношения к участникам дорожного движения не имеют, правил не знают, садятся дети, садятся по несколько человек, экипировки никакой нет, соответственно, не защищены. И это приводит к очень тяжелым, порой смертельным последствиям.